Прошел месяц со дня бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, и за это время девушке удалось стать полноценным членом королевской семьи. Она сопровождала королеву во время визита в Честер, непринужденно общалась с герцогиней Корнуольской на одном из своих первых публичных мероприятий в статусе герцогини и мужественно прошла боевое крещение, выдержав церемониал ежегодного парада Траппинг-Тачелур. Похоже, ее высочество быстро адаптируется в новом статусе, и родные со стороны супруга не просто приняли девушку, но и стараются ей помочь. А что по этому поводу думают эксперты по языку тела? Меган и королева во время первого мероприятия с ее величеством, поездка в Честер, Меган пыталась понять, как ей необходимо себя вести. В ее движении была неуверенность, минус, говорит эксперт Сьюзен Константин, автор книги «Полный гид для чайников по чтению языка тела». Она семенила, сутулилась, стараясь казаться меньше, и это верный индикатор того, что она еще пытается определить свое положение. В отличие от герцогини, королева рядом с Меган чувствовала себя достаточно расслабленной. Редко можно увидеть, чтобы королева так улыбалась. У нее улыбка вверх, что указывает на то, что она в этот момент полностью с Меган, минус, поясняет эксперт Патти Вуд, автор книги «Произвести прекрасное первое впечатление. Язык тела и харизма». Подобная искренность со стороны королевы, вероятно, оказалась для Меган неожиданностью. Она наклоняется и поворачивает голову к королеве, что указывает на уважение и близость. Подобно ее величеству, Меган также улыбка вверх, демонстрирующая позитив и свободу движений, минус, говорит Вуд. Как уточняется, этот момент один из основных в установлении приятельских отношений. 1. Королева выглядит счастливее обычного. 2. Мы можем догадываться, что Меган думает о мире бабушки своего мужа. Меган и принц Чарльз. Принц Уэльский уже поспешил на помощь невестке в непростой момент. Он заменил отца Меган на королевской свадьбе, вел девушку к алтарю. Это был не только знаменательный момент в истории, но кирпичик в развивающихся отношениях Меган и Чарльза. Обычно принц Чарльз старается быть нейтрален и сдержан в языке тела. Но в этот особый момент, свадьбы, он улыбается Меган, добавляя уверенности, которая так нужна была девушке тогда. На параде Траппинг-Тачелур невербальные сигналы были более сдержанными. У Меган сердечная улыбка с сомкнутыми губами и приподнятыми щеками. Она старается скрыть свои мысли и эмоции, вероятно, нервозность, минус, говорит Константин. При этом герцогиня внимательно следит за свекром, у них прямой зрительный контакт и расслабленная жестикуляция руками.
Меган и Камил, у них есть весьма важное общее: обе разведены и теперь замужем за представителями королевской семьи. Это может сблизить женщин, но сейчас, по наблюдениям Константин, похоже, обе переживают некоторый кризис. На чествовании по случаю дня рождения Чарльза Камила появилась во всем блеске, как полагается супруге будущего короля, что заставило Меган, для которой это был первый выход после свадьбы, почувствовать себя подавленной. Ее поза в виде кривой S указывает на беспокойство. Впрочем, судя по снимку с того же мероприятия, на котором Камила и Меган запечатлены держащимися за руки, профи полагают, что дамам вполне комфортно друг с другом в нерабочее время. Меган и принц Уильям. Кто знает принца Гарри лучше, чем Уильям? И Уильям определенно симпатизирует жене брата. Эти двое компаньоны, минус оценивает Константин жестикуляцию Меган и Уильяма на мероприятии в апреле. У них определенно комфортная связь, но отличие в том, что принц Уильям действует как защитник. На некоторых снимках также видно, как Уильям и Меган взаимодействуют на достаточно близком личном уровне, но в то же время девушка соблюдает определенную физическую и эмоциональную дистанцию. Меган и Кейт. Очевидно, что Меган смотрит на герцогиню Кембриджскую с уважением, прислушивается к ней. Впрочем, как и многие из нас. Но что интересно, по наблюдениям Константин, похоже, перед Кейт Меган немного робеет. Касаясь волос, Меган показывает, что она немного нервничает, когда Кейт рядом, минус, поясняет эксперт. Во время первого официального совместного выхода Меган и Кейт были очень похожи, платье оттенков синего и Т. П. Но по-разному отреагировали на комментарий принца Гарри по поводу здоровых разногласий в семье. Вердикт: обе стороны симпатизируют друг другу, но следует еще немного поработать. Оба эксперта сходятся в том, что Меган в совершенно новой среде и сейчас у нее переходный период. Следует помнить, что она может выглядеть неловкой и робкой по сравнению с Кейт, минус, говорит Константин. Но к тому времени, как Кейт стала членом королевской семьи, она много лет была в центре внимания. К тому же, она выросла в Британии и знает традиции и обычаи, в отличие от Меган. Фото: Getty Images.